Привет! Сегодня мы поговорим о кетозе. Что это такое? Кетоз — это состояние сжигания жира. В состоянии кетоза тело производит так называемые кетоны. Что такое кетоны? Кетоны — это такие штуки, которые... Это тип топлива для организма, альтернативный сахару или глюкозе. Если сравнивать с источником энергии для автомобиля, то сахар можно сравнить с соляркой, а кетоны с электричеством, гораздо более чистым источником. Этот источник дает нашему телу гораздо больше энергии, чем глюкоза. Даже у профессиональных спортсменов гораздо лучшие показатели при кетозе, чем при карбозагрузке. Так как же нам, в чем же суть кетоза? Суть кетоза в том, чтобы снизить инсулин, потребление сахара, то есть пустых углеводов, почти до нуля. Их должно быть как можно меньше, 5% от ежедневных калорий. Расскажу, что такое инсулин. Это гормон, регулирующий уровень сахара в крови. В норме во всем объеме крови человека, во всем теле, содержится 2 чайных ложечки сахара. Вот и все. Это весь сахар во всей крови. Наши тела не созданы для того, чтобы справляться с тем количеством сладкого, что мы едим. Средний человек съедает 65 килограммов сахара в год. Это безумие. Если в теле больше 2 чайных ложек сахара, это действует как яд. Так что средний человек съедает столько углеводов, что в теле мгновенно происходит большой выброс инсулина. Сахар быстро удаляется из крови и направляется в печень. Там он накапливается в виде жира, и печень становится жирной. Все это — жирная печень, высокий холестерин и избыток жира в крови. Все это из-за сахара в пище, а вовсе не из-за жиров, которые мы съедаем. Наше тело производит много холестерина — 2000 миллиграммов в день. Так что дело не в нем. Вот вам пара интересных фактов. Вот в чем польза от кетоза. Для кетоза мы уменьшаем углеводы, увеличиваем жиры и едим умеренное количество белка. Так вот, плохой холестерин от этого снизится, а хороший повысится. Снизится уровень триглицеридов, улучшится сахар в крови. А еще уменьшится инсулинорезистентность. Есть исследования, которые утверждают, что она усилится. Мол, если есть жиры, это усилит диабет и инсулинорезистентность. Тут дело в том, какое исследование они проводили. Они давали крысам кукурузное масло, они не использовали здоровые жиры. Кукурузное масло не только ГМО, но и не содержит здоровых жиров. Неудивительно, что оно все ухудшило. С этими исследованиями такая штука. Когда вы видите негативные выводы, прочтите, что они использовали в качестве жиров и другой пищи. Окажется, что даже витамины будут синтетические, а не натуральные. Так что я сомневаюсь, пока не прочитаю исследования сам. Кетоз улучшает память, борется со слабоумием, снижает сахар в крови, убирает акне, уменьшает риск рака. Почему? Потому что рак питается сахаром. Существуют даже такие виды сканирования, при которых врачи ищут рак, стараясь обнаружить в теле участки, поглощающие много сахара. Раковые клетки интенсивно поглощают сахар. Так почему бы не исключить сахар и не снизить риск рака? Синдром поликистозных яичников. Что это за синдром? При нем в женском организме в яичниках растет много фолликул, и яичники вырабатывают не те гормоны, мужские гормоны, а у женщины появляются акне, выпадают волосы, много проблем. Но с этим можно бороться, соблюдая кето-диету. Кетоз поможет снизить воспаление. Ведь у многих людей есть воспаление, а сахар усиливает воспаление и вызывает вздутие живота. А кетоз полезен для пищеварения. Итак, здоровые жиры, которые я рекомендую употреблять, можно получить из мяса животных травяного откорма, говядины и прочего. Не ешьте постную говядину, бекон из индейки и курятину без кожи. Почему? Потому что нам нужны здоровые жиры.
Яйца без желтков тоже есть не стоит. Нам нужны эти жиры, чтобы войти в кетоз. Я знаю, что беспокоит людей. Боже мой, я же не хочу забивать артерии. Нам промыли мозги, заставили думать, что это плохо для артерий. Вот что я вам скажу. Попробуйте кетоз пару недель, а потом сделайте анализ крови и посмотрите на холестерин. Плохой холестерин снизится, сердцу станет легче. Вам нужно убедиться самим. Под видео я дам ссылки на исследования, но я хочу, чтобы вы лично убедились в пользе, потому что в долгосрочной перспективе сахар для здоровья вреден. На нем долго не протянешь. А если сочетать сахар с белком, проблем с инсулином станет еще больше. Бывает, я слышу от людей такое: я ем в основном здоровую пищу, всего в меру, но они употребляют достаточно сахара, чтобы выпасть из кетоза. Плюсов у кетоза много. Не следует совмещать углеводы и слишком много белка. Под этим видео я дам ссылку на описание питания, которое я рекомендую. Там перечислены продукты, с помощью которых можно войти в кетоз. Вот увидите, совсем скоро об этом много будут говорить в новостях. Будут говорить спортсмены, исследователи, потому что у этого метода очень много плюсов. Тут есть также пара оговорок. Например, если ваше тело работало на сахаре очень долго, на адаптацию к новому источнику топлива может понадобиться время. Во время этого перехода нужно действовать постепенно, потому что организм к этому не привык. Из-за того, что сахар задерживает много жидкости, некоторые поначалу избавляются от водного веса и теряют много натрия. Поэтому на этой диете может понадобиться больше соли, чтобы артериальное давление не падало. Потеря натрия снижает давление, а соль решит эту проблему. Когда из организма человека начнет уходить весь этот жир и вода, может кружиться голова. Просто стоит добавить немного больше соли и перетерпеть. Так бывает только во время перехода, а переход на кетоны полезнее в долгосрочной перспективе. Примените новые знания и расскажите о результатах в комментариях под этим видео.